Приветствую всех своих подписчиков. Ну, смотрите, в прошлом видео я показал, что можно отстроить под большой индуктор вот на трубу, на нержавейку. Вот сверху ссылочка на это видео, на прошлое, что нормально все работает, и такой большой индуктор. Сегодня я хочу показать, я умудрился отстроить работу вот на такой тигель. Это карбид кремния, он не для индукционных печек. Вот, он довольно крепкий. Ну, я сейчас все расскажу, покажу. Очень удивительно. Ну и еще раз подтверждает то, что если отстроить на конкретную задачу, на конкретный тигель или на конкретную какой-то вот индуктор, нормально намотать, чтобы это все вот согласовано было, то вот эти печки, мостовая, полумостовая, то, что я показывал в последних видео, ну вот очень простые варианты, нормально работает, даже на удивление. Я сам удивляюсь. Ну ладно, все, давайте покажу сейчас. Смотрите, вот такой вот тигелечек у меня есть. Он давно они у меня куплены, лежат без дела, потому что они в индукционной печке у меня никак я не мог их разогреть. Они просто не грелись. Они вообще, это карбид кремния, ну, с добавлением графита. Вот он вот такой. Он для обычных печей, которые греются, ну, либо газом, либо чем-то вот там, ну, вот такие печки, не индукционные, он не для индукционных печей. Размерчик небольшой, он больше так под ювелирочку, он 55 вот миллиметров в диаметр, и высота у него 64. Вот такой тигелечек. И что я хочу сегодня вам показать. Удалось согласовать его. Ну, я тут тестирую все вот эти вот печки свои, последние две, которые самые вот получились наиболее удачные. И сейчас я вам расскажу. Просто вопросов много получаю. Говорят, почему я использую резонанс последовательный. Ну, просто последовательный, потому что тут по-другому никак не включить. Вот те печки, которые собраны по автогенераторной схеме, ну, вот такие китайские продаются, низковольтовые. Вот, и, ну, такая схема известная, там автогенератор с обратной связью. Вот, и там меняется частота в зависимости от нагрузки и размера индуктора. Но там это все завязано, у них обычно первичка трансформатора в резонанс загоняется, а сам индуктор, он как бы не в резонансе. Соответственно, я такой вариант пробовал на своих, ну так вот, чисто тестово вот такой вариант. Мне не понравилось, потому что мне показалось, что КПД у них пониже. Я вот смотрите к чему. Удалось согласовать и нагревать вот этот тигель на моей вот этой печке. Я очень удивился, сейчас я вам покажу. Я там приготовил медь поплавить. Очень быстро греется. Сейчас расскажу еще и покажу. Смотрите. В таком варианте печку, которую вот я показывал, два варианта, да, мост и полумост, совершенно простые в исполнении, но получается, что можно очень разные индуктора под него подгонять, поскольку вручную выставляется частота резонанса, да, емкость у нас постоянная, и интервал, который, ну, доступен для подстройки, от 80 до 40 кГц. Вот он меня этот, пока он тестовый, поэтому он у меня разобранный, не смотрите. Я, чтобы контролировать, как у меня там внутри все греется, не греется, поэтому он в таком состоянии. Смотрите, насколько разные можно делать индуктора. Как я и говорил, что под конкретную задачу, если отстроить, все будет работать идеально. Вот, в прошлом видео я показал вот этот здоровенный индуктор. Вот эта труба 105. Индуктор очень большой. И показал, как он греется. Он греется на частоте у меня 66 кГц. Там 65, вот так где-то. Потребляя 3,5 киловатта, да? Вот этот индуктор я тоже показывал. В нем я грел графитовый тигель. Но я под графитовый тигель и настраивал. Вот этот нормальный графитовый тигель, обычный, просто из графита. Под него я его и мотал. Он работает на 47 кГц. Вот такого размера. Вот, у него диаметр сотка, по-моему, 100, а здесь 130, вот так вот, диаметр этого
Ну, по виткам видите, да? Частота разбрасывается. И вот смотрите, что я попробовал. Тут много вариантов, перепробовал. Я просто вам уже конечный вариант показываю, потому что нет смысла вот эти мои изыскания и мучения показывать. Очень затянется, да, я думаю, не очень интересно будет. Я просто в своих видео стараюсь показать уже то, что работает конкретно. Поэтому не так часто у меня видео выходят, потому что очень много и неудачных каких-то вариантов. Вот, поэтому нет смысла их и показывать. Да и особо времени снимать тоже нет. Ну, смотрите, и вот такой малюсенький. 4 витка. Трубка шестерка, но она у меня в стекло, такая плетеная из стекловолокна, вот рубашка. Она продается на Алиэкспресс, можно купить, но я эту снял с какого-то провода. А вот для саун провод толстый был, он силиконовый сам, и сверху еще вот эта рубашка была. Ну вот я ее снял, она на шестерку нормально наделась, очень хорошо. Тут всего 4 витка, видите? Вот, и частота получилась, работает на 77 килогерцах. Вот. Вчера я так потестировал быстренько, просто вот уже под вечер у меня получилось, и я как не стал снимать. Вот сейчас я заново там подготовил, там он у меня медь 100 грамм, вон обрезки всякие. И сейчас я попробую это все расплавить. И заодно посмотрю, за какое время это все будет плавиться и как себя поведет это все. Ну, выливать буду, конечно, опять на кирпичик, поскольку ничего особо не приготовлено. Ну вот, такой вариант. Так что очень удачно. Что интересно, он разогревается до температуры 1800 градусов легко. И при этом не горит. Вот как графитовый. Вот я его вчера разогревал, да? Ну, минут 10-15 он у меня. И он остался, он не пачкается, ничем он не горит, и даже я туда не добавлял буру. Вот. Просто, ну, я попробовал алюминий, попробовал, ну, чуть-чуть меди, все моментально расплавилось. А графитовый, видите, после плавки, вот он, вот, сейчас я покажу вам. Если его не вмазывать или в керамическую рубашку не вставлять, то вот он, вот это вот каждый раз, после каждой плавки он вот так вот угорает, и, соответственно, он быстро выгорит. Вот такой будет работать очень долго тигель. Ну, сейчас вот я вам покажу. Что пришлось сделать? Пришлось намотать максимально плотно. Видите, тут даже нет теплоизоляции, просто сидит, вот он просто в этот индуктор вставлен туго. Соответственно, у меня помпочка слабенькая, по шестерке еле-еле течет, там вот слышно, булькает чуть-чуть. Ну, совсем медленно, тут даже не видно, вот как она течет, вода. Ну, этого хватает, чтобы охлаждать, и даже вот здесь не подгорает. Можно выдать на него где-то 15 ампер. Я вчера где-то на 11, вот так 10-11 пробовал, все получилось. И сейчас я на этой же частоте все попробую это дело вам показать. И заодно вот секундомер поставлю, посмотрю сам. Мне интересно, за какое время 100 грамм меди расплавится. Так что вот эти два варианта, мостовой и полумостовой, вот этих, что я вам показал, очень просто они переделываются. Единственный нюанс, как вот я и говорю, что если их надо под конкретную задачу отстраивать. Если отстраивается, то транзисторы холодные. Если что-то не так, транзисторы начинают греться, значит, ну, поскольку, как я в прошлом видео сказал, здесь ничего менять как бы не получается, потому что один виток подкачки, труба продета просто. Намотку я не меняю, конденсаторы остаются те же, все то же самое. Поэтому тут только приходится варьировать размерами индуктора и частотой. Вот когда это все нормально согласовать, все нормально работает. И главное, что для очень различных задач получается. Вот сегодня это про это, а и потом еще у меня вот спрашивают про железо. Про железо я, ребят, займусь попозже, сейчас особо нету времени. И попробую отстроить этот же аппарат
этот и полумостовой. Чисто на железоподковку, чтобы он, ну, разогревал хотя бы до 1500 железа, чтобы быстренько. Вот. И вам тоже это дело покажу. Мне кажется, это будет сделать возможно. Как-то уже я так для себя вот направление, как отстраивать, уже вроде как сложилось, и видите, все получается. Ну, поехали, сейчас будем плавить. Ну вот, смотрите, вот эти обрезки меди латуни. Сейчас я сюда это все дело засыпаю. Ну, тут больше меди. В крайнем случае я потом буду подсыпать. Потому что это объемистое сейчас. Сейчас это мы все туда загрузим. И посмотрим, что у нас получится. Просто самому даже интересно. Так. Ну вот это придется потом догрузить. Пока в сторонку откладываю. С бестиком прикрываю. Так. Вот. Видно, да? Все. Включаю таймер, побежал. Вот так, откладываю и включаю печку. Да, что-то многовато, 14-15 ампер там у меня сейчас. Очень острый резонанс, поэтому подстраивать очень тяжело получается. Чуть переборщил и сразу уже там, ну вот, 11. Смотрите, дымок сразу пошел. Я вам хочу показать, как вот в этом тигле ведет себя металл. Сейчас вот я покажу. Получается, тигель не красный, а металл внутри красный. Получается, что при такой вот конфигурации должно греть и в керамическом тигле. Сейчас покажу. Ну вот смотрите. Так. 2,5 киловатта, да? 11 ампер. Смотрим, что здесь у меня такое. Смотрите, как себя ведет. Медь красная, а сам тигель не красный. Внутри греется. Ребята, получается, что если нормально все сделать, металл греется напрямую. Просто я вчера пробовал алюминий греть. И у меня алюминий как бы светился там, как лампочка вообще. Внутри. Ну, прикрываю. Очень любопытно. Видите? А тигель сам темный. Не красный даже. 11 ампер. 221 напряжение. Тут напряжение у меня. Так, по трубкам. Самое главное, хватило бы мне моей помпочки. Помпочка хилая. Боюсь, что не сможет, если прокачивать она, то придется эксперимент несколько. Вроде как бы она уже и не течет, блин. Или вроде течет. Ну ладно, смотрим дальше. Так. Горячее все. По времени 2 минуты прошло. Смотрим. Вот так металл выглядит внутри. Сам тигель выглядит вот так. Подставлю под него, если в случае, если что-то тут у меня протечет, переплавится. Ну вот смотрите, как работает. Так, что у меня? Трубочка, конечно, греется. — 12 ампер вот стал потреблять. Тут у меня вот так. Тигель вот в таком состоянии. Все, вот он разогрелся сам. Главное, чтобы у меня тут ничего не... А то у меня тут деревянное все. Так, надо какие-то плоскогубцы взять, чтобы вот убрать горящие уже. Вот. Вот так. Сейчас вот это кварцевой палочкой
Вот там, смотрите, уже начал плавиться, но латунь уже поплыла, и вон она аж светится. Да? Ты горячо. Ну и медь уже начинает. А латунь уже все очень легко плавится. Вот такого цвета стоит тигелечек. Вообще про эти тигелечки написано, что они выгорает цинк из латуни, что эти тигелечки очень стойкие и на много плавок его хватает. Вот, смотрим пока тут. Сейчас гляну, что у меня. Ну, транзистор холодный, конденсаторы, ну, я бы сказал так, слегка тепловатые, не хватает теплоотвода. Трубка шестерка, как я сказал, через нее протекает очень медленно, и не хватает. Вот эта трубка холодная, а вот эта трубка горячая. Ну, в нее как бы поступает. Я специально пустил, чтобы вниз приходило. Тут, поскольку тут теплом, все-таки чуть-чуть еще за счет нагрева вода будет подниматься и уходить туда. Полегче будет этому делу работать. Ну, смотрим дальше. Ну, вон уже медь. Все, медь пошла плавиться. Ребят, смотрите. 6 минут. Сейчас я тут ну да, уже проседает там она. Все. Там на дне расплавилась, а это сейчас туда садится. Просто когда плавка пойдет уже, конечно, может быть, буры туда насыпать, побыстрее это все будет плавиться. Но я хочу попробовать без буры пока. Вот. Посмотреть, насколько этот нормально будет справляться. И смотрите, тут еще что я хочу сказать, что вот этой рубашке, если было бы хорошее охлаждение, ну, трубка 8, допустим, и на нее надета такая рубашка, вполне достаточно. Видите, она не сгорает при температуре, хотя у тигля температура очень высокая. Вот. Вот так вот выглядит тигель, это свет горит, ребят. Вот, иметь нормально там все это дело плавится. Ну, сейчас чуть-чуть еще. Очень жарко тут становится. Просто я вчера повозился чуть-чуть так, но долго возился. Как-то самому было непонятно, почему он так греется. Получается, что в этом тигле греется непосредственно металл, а сам тигель особо не греется. Ну, вот он, я так понял, что вот он красный, сейчас это он от металла красный. Медь расплавилась. Ну, прикрою. Тут еще дует у меня сюда. Ну, сами видите, что у меня тут все так. Пока это все в тестовых вариантах, чтобы вам показать вот направление, что это возможно все сделать и легко и просто. Вот. И получается очень универсальный такой приборчик. Вот. И при такой компоновке, как вот я вот показывал, вот это делал, да, я здесь вывел переменку, то в принципе можно, допустим, оставить сварку, провести вот так трубку, как я показывал, вот, и будет сварочный, он останется как сварочный, никуда он не денется. Ну, единственное, что когда варить надо будет, то надо будет немножко откручивать индуктор, нельзя будет вместе как. Ну вот это единственный нюанс. Но получается, что возможностей очень много. Главное правильно все это дело отстроить. Смотрим еще. Ну вон там уже это, да. Латунь расплавилась точно. Медь так, средненько пока. Но тоже уже поплавилась. Очень горячо все. Как-то не очень удобно. Но меня радует, что транзисторы справляются.
на 11. Ну, можно больше дать, конечно, но я что-то так пока не хочется пожечь. Я транзисторы заказываю. Вот, и жалко, если я тут их сейчас пожгу, то у меня будет засада. Ну вот, в принципе, вот так. Время вот так. Греется очень хорошо. Латунь без проблем вообще плавит. Сейчас я туда буры добавлю все-таки. Как обычно, не нашел, куда-то поставил. Бура была у меня. Куда я ее дел? Ой, баночек много. Ну ладно, я пока вот нашел, вот что-то было вместе с припоем медным. Я не знаю, что это такое. Я так понял, похоже на буру. Что это такое, не написано. Какой-то флюс там. Ну, сейчас попробуем это сыпануть. Ну да, бура. Так, чуть-чуть не хватает вот температуры для меди. Она в таком состоянии, ну таком, чуть-чуть не хватает. Ну тут ветер дует. Ну тигель вот так выглядит. Короче, ребят, все, вот плавится, латунь плавится точно. И очень хорошо и быстро. В принципе, надо утеплять это дело, конечно. Потому что у меня из инвертора дует. Ну вот, все, ярко там все. Тигель не горит, видите? Сейчас попробуем пирометром померить температуру. Все-таки тут у меня так. Ну это на этом. На асбесте так показывает. Но асбест, он, понятно, холодненький. Сейчас туда попробуем посветить. Ну вот, как я и говорил, чуть-чуть, 20 градусов там не хватает, вот чтобы медь нормально поплыла, короче. Чуть-чуть добавил, ну, чтобы для теста, ну, вот 3 киловатта. 13,7, почти 14 ампер. Мне главное посмотреть, ну, тигель, понятно, мне тоже было интересно его разогреть, но вот получилось. Интересно, чтобы вот это все работало нормально и продолжительное время. Поэтому пока все тестируется, вам показываю все, подробно рассказываю. Ну вот, там греться начало лучше, и амперы растут, видите. Чуть-чуть добавил, пошло посильнее, как бы 14 ампер, это уже 3 киловатта. Но у меня здесь, конечно, ограничения по... Ну, вот там как. Ну да. Открытый он как бы охлаждается быстро, а так сразу начинает. Ну, короче, все понятно. Выключаю. Все. С медью нормально. Выливать не буду, потому что там, ну, чуть-чуть не хватает такой для нормального, чтобы оно вылилось. Но, в принципе, оно уже достаточно там такое вязко-жидкое. Вот так греется тигель, который из карбида кремния. Видите, не горит совсем. Вот. Ну, бура, конечно, особо не помогает. Я посмотрел, внутри он ярко там все стало. Медь там нормально, как прикрыл. А так задувает, конечно, на нее.
Ну и растет, видите, мощность 14, вот 15 ампер. Ну, понятно, потому что там металл начинает плавиться, он уже проводимостью улучшается, но он как бы коротит все эти стенки-то, и токи возрастают. Ну и, соответственно, он ярче становится сам. И вон там все. Еще чуть-чуть. Просто смотрите, этот тигель нужно где-то на 15 амперах его греть. Все, тогда это все дело быстро будет. На 10-11 маловато. Ну вот пошел у меня уже перебор, сейчас чуть-чуть подкручу. Разогнался до 16, как бы я убрал до 12. Ну все, там медь расплавилась. Все, ребят. Сейчас покажу. Вон она уже там булькает. Булькает и кипит. Вот. Вот. Все. В принципе, когда она уже расплавленная, да, уже туда можно подкидывать, и это все быстренько опять за это. Смотрите. Ну и все. И расплавилась. Все потекло. Все. Ну ладно, все, выключаю. Все, добился результата. Все нормально. Короче, 11-15 ампер. Максимум, вот 15 ампер на этот тигель. И отлично будет все. И серебро, и все что угодно греть. При том, что тигель не для индукционной печки. Мое такое соображение, чтобы нормально вот грелось все, нужно уводить еще в более токовую часть. То есть емкость сейчас у меня где-то 5,4 микрофарада там стоит. Надо где-то 6,5, может быть 7 микрофарад. Вот, и частота где-то в районе 66 килогерц. Вот примерно так. И уже под это подстраивать, подгонять индуктора. Вот, в таком варианте будет работать нормально. Вот так все красиво выглядит. 3,2 киловатта, 14 ампер. Все греет. Утеплять надо. Тут это дует, и, конечно, это сильно влияет. Вот прикроешь, сразу начинает плавиться. Откроешь, очень быстро остывает. Все-таки вылил. И решил не оставлять в тигле. Вот такой медный шарик. Остывает все. Ну сейчас смотрим, что у меня здесь внутри. Значит, конденсаторы. По конденсаторам скажу так, что вот эта сторона, которая трубка более горячая, с этой стороны они горячей, с этой попрохладней. Но в принципе они, я думаю, и 40 градусов в них нет. Поэтому нормально. Охлаждение надо делать лучше. Что по транзисторам? Сейчас посмотрим. Смотрим одно плечо. Ну, я бы сказал, что да, где-то градусов 45, вот так вот. И смотрим второе плечо, тоже примерно так же. Ну, вот этот погорячей диодный мост, все-таки там 16 ампер. Я так понял, что здесь стоит где-то 25 амперный. Вот, он как бы может градусов... Ну, рука терпит, значит, тоже до 50 градусов все это дело. Трансформатор, ну, трансформатор вообще, можно сказать, холодный. По конденсаторам, вот мои дополнительные электролиты, в принципе, холодные. И электролиты, которые
родные тоже холодные, электролиты не греются. Так что, в принципе, вот такой результат. Ну и смотрим индуктор. Ну, индуктор холодный. Вот видите, он даже где касался тигля, он даже не почернел. В принципе, вот этой оплетки вполне хватает для... Она как и теплоизолятор, и, соответственно, как изолятор, чтобы не коротнуть на витки. Ну, вот так. Ну, конечно, желательно это все еще утеплить снаружи, вот, чтобы он там был в тепле. Снизу в тепле, как бы, и сверху нормальную крышку. Тогда будет вообще отлично. Сейчас остынет он, и я посмотрю, насколько он угорел. Я просто вылил, и потом еще где-то до получаса погонял его пустой, чтобы посмотреть, насколько он выгорит, сгорит, что с ним вообще будет, ну и заодно проверить транзисторы. Поэтому сейчас вот он остывает у меня вот здесь. Как остынет, я его потрогаю, посмотрю, сыпется, не сыпется, что с ним произошло вообще. Вот остыл тигелек. В принципе, остался такой же твердый, как был. Вот. В принципе, я доволен, как он работает. Но что интересно, я заметил, что с бурой хуже. Вот когда буры нет, металл прям там разогревался очень сильно. Как буру насыпал, все, он так сразу пригас и как-то запекся. И, в принципе, чтобы было его опять разогреть хорошо, нужно было поднять до 15 ампер. Вот. Ну, вот это вот осталось от буры вот здесь. Ну, при том, что медь плавится, он не горит. Графитовые горят уже при такой температуре. Этот не горит, остался целый. Вот у него есть такие небольшие блески, да. Вот он не сыпется, ничего, он твердый остался. Такие вот как блески, видно, наверное, да. И эти иногда блески вот на руках, вот они слегка вот поблескивают. Совсем чуть-чуть, но есть. Это либо от кварцевого песка, наверное, вот что-то такое. Вот. Состав вот такой. Ну, как-то написано, что это карбид кремния и с графитом, с дополнением графита. Но то, что вот удалось разогреть его на индукционной печке, очень хорошо. Для мелких каких-то таких ювелирных работ, там, ну, серебро, золото вполне рабочий и аппарат, и тигель, и довольно долго он сможет. Вот, видели, он же совсем у меня ничем не замазанный был, не прикрытый, и все нормально. Ну все, пока. На сегодня все. В следующий раз попробую отстроить под железо. Посмотреть, какой лучше использовать тигель и на какой частоте, ну, чтобы можно было нормально, ну, подковку хотя бы разогреть железо где-нибудь там, ну, до 1500 градусов. Вот, так, до белого коленя. Думаю, что получится, потому что как-то вот направление уже понятно, в какую сторону, чем отдать. Поэтому всем я вам покажу в ближайшее время. Ну, а так, как обычно, всем удачи, не болейте. Ну и будьте по жизни позитивны. Пока.